Какая может быть платформа на 10 вагонов в Бубякова на БМО? Какой может быть забор на БМО? Дамы и господа, всем доброе утро. Меня зовут Игорь Абросимов, и это моя не самая популярная рубрика «Влог ЖД-фотографа». И сегодня я покажу вам участок БМО 81 километр Икша, а именно перегон Желтиков-Наугольный, и в частности платформу Бубякова. А еще я сегодня спрячу призовую карточку, которую можно будет обменять на красивый набор открыток, посвященных как раз таки этому участку БМО. Обязательно досмотрите это видео, чтобы не пропустить. Какого лешего я делаю здесь в столь ранний час, да еще и на 1 мая? Да все очень просто. Сегодня был дополнительный поезд с сообщением Смоленск-Архангельск, который пустили через БМО. Но в этом ролике я хотел бы сделать упор не на поезд, а на то, как изменилось БМО здесь, на северном участке, после того, как начали строить второй путь. Потому что, напоминаю, раньше здесь была целиком однопутка. И если в целом здесь, на северном участке, и появились красивые места для съемки, то непосредственно Бубякова изуродано просто в хлам. Но первая претензия к строительству БМО – это вот этот забор. Зачем? А главное, нахрена? Из-за того, что весь участок от Бубякова до 40 километра обзаборили, а именно на нем я раньше всегда делал свои самые красивые фотографии, теперь на этом участке снимать совершенно невозможно. Приходится ездить гораздо дальше и тратить больше времени, чтобы сделать фотографии. В частности, чтобы сфотографировать этот поезд, мне пришлось проехать на велосипеде минут 10, а потом еще минут 15 идти пешком вдоль этого забора. И, наконец, я все-таки нашел нормальную точку, с горем пополам. Ну и, как видите, забор стал холстом для уличного искусства. Вот, кстати говоря, посмотрите на участок старой трассы путей. Здесь была кривая гораздо меньшего радиуса, чем сейчас. Но от нее осталась только насыпь и светофор, как ни странно. Почему-то его не убрали. Вот какие фотки получались на этой кривой раньше, когда поезда ходили еще в ней. Эта фотка сделана в 2014 году, когда уже шла стройка, но путь еще пока сохранялся. А эта вот фотография сделана и того раньше, в 2011. Также следует обратить внимание на качество лакокрасочных работ на устройствах СЦБ. Очевидно, этот шкаф стоит здесь недавно, однако у него уже облез весь левый бок. Раньше на Бубякова был разъезд трехпутный. А это вот здание-станция. Это здание несколько раз меняло окраску. Изначально оно было красного кирпича, без покраски. А потом его покрасили в желтый, а потом в синий-серый в цвета ярославского направления. И вот сейчас оно стало таким, в корпоративных цветах РЖД. Это платформа Бубякова. Именно здесь начинаюсь я, как железнодорожник. Потому что в детстве меня проводили посмотреть на поезда, и уж каким-то образом у меня осталась любовь к этому виду транспорта. Раньше платформа располагалась вот здесь, в Кривой. Она была масленькая, вагона на 4, не больше. И всегда была большой проблемой залезть с этой платформы в электричку. Давайте же посмотрим на благоустройство платформы Бубякова. В принципе, если особо не вглядываться, то все нормально, казалось бы. Здесь даже практически безбарьерная среда. Никаких ступенек, чтобы перейти через пути. Сделали зачем-то, правда, здесь вот эту змейку для, видимо, пассажиров, которые могли бы перебегать через ЖД-пути. Но мне кажется, можно было сэкономить, потому что здесь не так много пассажиров. Самый главный вопрос лично у меня к размеру этих платформ. Я, конечно, ничего не хочу плохого сказать, то есть, возможно, это и полезная вещь, но не здесь, где ходят электрички по 6 вагонов длиной. 11 лет назад здесь, конечно, ходили здоровые электрички с сообщением «Савеловский вокзал Наугольный». Но, как я уже сказал, это было 11 лет назад, а сейчас этими электричками даже и не пахнет. Поэтому зачем было делать такие здоровые платформы на БМО, я совершенно не понимаю. Эта платформа поместит вагонов 10, и по ширине она огромная. Даже на основном ходу далеко не вся платформа имеет такую ширину. Где-то примерно раза в 2 уже платформа даже на ярославском направлении. А здесь влепили вот такие. Совершенно непонятно, для чего это было делать. Понятно, конечно, что, наверное, есть какие-то нормативы. Но, к сожалению, наши нормативы не всегда соответствуют со здравым смыслом.
к этим бомбическим платформам идут довольно неплохие мостики пешеходные. Но проблема в том, что мостики эти ведут в никуда. Дальше начинается просто грязюка. Вот, кстати, яркий пример качества лакокрасочных материалов, которые используют РЖД. Этот объект построили чуть больше года назад, а выглядит уже все черт знает как облезло. Потому что РЖД закупает всегда самые дешевые говняные материалы. К сожалению, плитка и бордюрные камни тоже уложены хреново знает как. Господа, я, конечно, понимаю, что это никому не нужная платформа в Московской области, где останавливаются 4 электрички в день. Но это как-то не оправдывает низкого качества выполнения работ. Ну и вот тоже мостик, который ведет в грязюку. За пределами платформы начинается полнейшее бездорожье. То есть на эту красивую платформу вообще довольно сложно попасть. Вот эту канал вырыли как раз строители вот этой всей белиберды. Вырыли, но почему-то мостик через нее положить нормально не смогли. Элементарно положить бы здесь просто бетонную плиту. Тоже вот они положили на платформе тактильную плитку. Серьезно? Зачем они положили на платформе, на которую невозможно дойти даже зрячему человеку, тактильную плитку? Я, конечно, понимаю, что по ГОСТам положено, но где здравый смысл? Ну и, разумеется, этот забор, который воткнули в лесу, от которого у меня дико бомбит. Посмотрите, как красиво было в этом месте где-то лет 10 назад. Здесь не было ничего этого. Здесь были только кусты, лес и железная дорога. А сейчас здесь черт знает что. Честно говоря, это место мне совершенно перестало нравиться, после того, как здесь влепили этот сраный забор. Я, конечно, не исключаю, что забор этот здесь стоит в связи с какими-нибудь дикими нормативами по шуму. Но кого может волновать шум здесь? Здесь даже люди не живут на постоянной основе. Здесь только дачники летом появляются. И если уж вы хотите сделать меньше шум, посадите тогда деревья, я не знаю. Передаем привет электропоезду с сообщением Александров-Поварова. ИД-2Т-0017. Она здесь на БМО работает уже, наверное, лет 10. Вот как она выглядела в 2011 году. Синяя красотка в цветах ярославского направления. Во, грузовой поезд следом за электричкой чешет. Очень красиво смотрится на фоне заборов, не правда ли? И самое главное, что меня возмущает во всей этой истории с забором, это то, что на забор они деньги нашли, но вот на дорожке, чтобы можно было пробраться на эту несчастную платформу Бобякова, у них почему-то денег не хватило. Либо же не хватило мозгов, чтобы их запроектировать. Потому что вот, я вам показываю, какая здесь дорожка ведет на эту платформу. Вот, здесь вроде бы все хорошо, здесь вот мостик, и просто в итоге упираешься в грязь. То есть до деревни Бобякова, до всех дач дойти просто физически невозможно, потому что вот, я вышел за пределы платформы, все. Что здесь есть? Здесь нет родом, что там, ничего. Конечно, нет, я прекрасно понимаю, это никому не нужная платформа в Московской области, где останавливаются 4 электрички в каждую сторону в день. Что за отношение к людям, ребят? Вы поставили вот этот забор, через который не проехать, не пройти. Но и вместе с тем, здесь и к платформе это тоже не проехать, не пройти. Я вот вам, как местный житель, говорю, что большинство людей, они идут вот в этом направлении. До реконструкции здесь была примерно такая же тропинка. Она была тоже грунтовой, но хотя бы она была вся вытоптанная. И можно было по ней передвигаться. Сейчас же здесь полнейшее бездорожье. То есть, еще раз, РЖД построила 2 здоровые платформы на 10 вагонов, шириной как 2 стандартные платформы, в месте, где ходят 4 электрички в каждую сторону в день, но не сделала к этой платформе ни одного нормального подхода, зато поставила непонятно зачем нужный забор. И, по сути, я на самом деле даже не представляю, как я сейчас буду отсюда на велосипеде выбираться по этой слякоти. Вот, друзья, это и есть единственная дорожка, которая ведет от платформы Бобякова к внешнему миру, в деревню Бобякова и к прилегающим дачам. Вот просто-напросто проложите здесь асфальт вот до того кирпичного здания. Все, уже можно будет пользоваться хоть как-то. Еще одна проблема, которую создает этот забор, заключается в том, что люди не могут с одних дач перейти на другие, если они находятся по ту сторону железки. И им приходится обходить этот забор хер его знает как. Друзья, я посмотрел на реконструкцию платформы Бобякова, которая с детства является моим, так сказать, талисманом. И хочу сказать вам вот что.
Нахер она идет, ваша платформа, на 12 вагонов, шириной в 2 раза больше, чем она здесь реально нужна? Зачем вы тут построили? Зачем вы обнесли это все сраным забором? Сюда даже пройти невозможно. Кто это все проектировал? Кто это сделал? Кто это все построил? Какие ослы? Почему вы просто не могли сделать несчастную тропинку, чтобы сюда могли люди пройти на эту платформу? Все благоустройство заканчивается на мостках через канаву. А дальше, люди, идите как хотите. Плевать вообще на вас. Мы вам сделали платформу, нате, пользуйтесь. Как вы сюда попадете, это уже не наши проблемы. Самое главное, мы поставим непонятно зачем нужный в лесу забор. Может, когда-то здесь и будет ходить больше поездов, друзья. Но это будет явно не скоро, учитывая, что этот несчастный второй путь уже 8-й год не могут сдать в эксплуатацию. Поэтому оправдывать этот забор тем, что он якобы шумозащитный, как-то неразумно. Вы не находите? Невозможно здесь пройти не то что с коляской или с велосипедом. Я уже даже не говорю о том, что должна быть какая-то доступная среда. Хотя это камон Бубякова. Это в Сергиево-Посадском районе богом забытая деревня. Но все равно, если уж вы налепили вот это, то почему нельзя было и подходы к платформе тоже налепить? У вас не было денег или мозгов, чтобы это спроектировать. Господи, какой же это просто фейспам, это благоустройство. Это просто жесть. Тут благоустройством даже не пахнет. Какая может быть платформа на 10 вагонов в Бубякова на БМО? Какой может быть забор на БМО, где поезд... Что это за чертовщина? В общем, друзья, подведем итог. Я, конечно, не Илья Варламов, но все же придется передать привет людям, которые это спроектировали и построили. У вас нашлись деньги на платформу шириной в 2 раза больше, чем нужно, и длиной в 2 раза больше, чем нужно. У вас нашлись деньги это все обзаборить, но почему-то у вас не нашлось денег на то, чтобы построить дорожки, чтобы люди могли прийти на эти ваши шикарные платформы. Поэтому, очевидно, нужно доделывать. Ребята, настало время прятать призовую карточку. Сегодня будем прятать Ч7-199 с фирменным поездом Latvias Expresses, то есть с Ригой и Москвой. Сейчас я стою на платформе в сторону Александрова и буду прятать карточку прямо здесь, в этом странном, непонятно зачем построенном здесь лабиринте. Погнали! О, очень удобно, что они оставили открытые дырки. Спешите найти, пока это не сделали раньше вас, местные пчелы, которые по-любому поселятся в этой дырке. Именно для этого ее оставили здесь, строители данного объекта. Ну что же, дорогие друзья, это был влог ЖД-фотографа. Моя не самая популярная, судя по количеству просмотров, рубрика. Подписывайтесь на мой канал. Этим летом я планирую снимать ролик о реконструкции БМО. В частности, я сниму, какие участки были и какими они стали сейчас. Также подпишитесь, пожалуйста, на мою страничку в Яндекс.Дзене. Там я рассказываю о том, как раньше мы снимали поезда. Так скажем, сквозь призму времени. Кстати, посмотрите, пожалуйста, вот эти видосы. Я снимал их в сентябре 2020 года в Санкт-Петербурге. Но я попробую выбраться из этого болота вместе со своим велосипедом. Пока-пока!